Всем привет, друзья! И у нас выходные. Пришли мы, как всегда, в Вайкики смотреть обувь. Теперь уже Алмазу. В надежде, что в этот раз, может быть, размеры есть. И что-то можно будет выбрать Алмазу. Вот. Сегодня у нас воскресенье. Суббота у нас вообще просто пролетела махом. Так что покупки оставили на воскресенье. Что, тебе нравятся брючки? Такие вот брючки посмотрели ему и обувь нашли. В этот раз мы удачно пришли. Да, Алма? Да. Азалия, сюда встань, тебя не видно. Че, Алмаз, покупаем, берем? Это да. Обувь. Да. Все, теперь оба сапогами. Правда, Азалия с высокими. У него тоже так же. У него тоже такая же есть. Тоже такая же есть. У тебя тоже на Алмаз? У тебя тоже, как у Азали, на молнии, да? Да. А ты что делаешь? Я Лего собираешь? Да, мы же покупать я сделала гуси. Пришли. Это откуда вы взяли? Из дома, что ли? Да. Все, ладно, пошлите тогда покупаем. Смотрите, киндал. Теплые, не? Алмаз. Кстати, по цене... Сколько они стоят? 599 со скидкой. Здесь хорошая резиновая подошва, да? Да. Вот поэтому как ничего бы... нету, Алмаз. Ну, в принципе, ничего ноги нет. теплее вроде. Можно туда? Мягкие, не жесткие, это самое главное. Прошитые вот в этом месте, в этом нет, конечно. Такие немного прорезиненные. И брючки такие тепленькие. На 6-7 лет. Взяла. Так, ну что, решили мы, что обувь еще в одном магазине посмотрим. Пошли? А брюки купим. У меня что-то сегодня прям целый день сопли. Немножко муж с работы как-то вот инфекцию какую-то принес, похоже. Он тоже немножко с соплями был, теперь я. Короче, вот эти вот брюки решили взять. Уже берем на размер больше, потому что всегда берем впритык. Ну вот на их возраст, и они всегда становятся маленькими. Приходится отдавать вещи. Зашли мы в магазин обуви. Здесь вот моделечки получше, но цена уже более 1000 лир. Вот такая моделька 1600 стоит. Нет, так-то место есть свободное. Неудобно? Это 31? Да, мне не надо этого. Неудобно, говорит. Мой синий сломался и желтый потерялся. Очень удобные, говорит. Очень удобные, Ты говорит. выкинешь, что ли? Нет, эти не выкинем, еще же. Ты в них летом будешь ходить? В итоге мы еще приехали в один магазин. Это немножко подальше от той улицы. Здесь вот Салы-Пазары есть. Вот, потому что та центральная улица, там немножко могут даже и цены побольше быть. Подороже, точнее. И, в общем, мы решили вот сюда вот заехать. Вообще, эту обувь можно и на Трендиоле найти. Но мы понимаем, что нужно сначала померить эту обувь. Смотрите, здесь и для взрослых есть обувь. Есть еще и для вот таких вот маленьких. И очень большой выбор. В общем, от 1000 лир начинается, но у нас Алмаз говорит, прям удобно ему. Мягкие? Смотрите, если бы мы знали, мы бы, конечно, и Азальки здесь купили. А можно это вытащить? Нет, вытаскивать нельзя. Смотрите, какая красивая. А бунларны когда? 1250 вот такие на девочек. Смотрите, какие. А это для мальчиков, да? Нет, это тоже для девочек, просто черные. Вот здесь, что ли? Вот здесь? Тебе нравится? Да. Короче, решили мы купить вот эти. Нам еще скидочку сделали. Удобно, Алмаз? Да, а вы совсем Стоит забыли, 1100, но нам дают за 1000. Зашли в магазин мебели неподалеку от дороги вот этой вот, где магазины все. Тут можно посмотреть мебель. Вот. Смотрите, какие красивые диваны. Так, на первом этаже есть столы. А мне нужен стол для работы в зал. И вот на Трендиоле вообще нормального ничего я не могу найти. В принципе, кухонные столы тоже тут классные. Смотрите, какие красивые. Я сейчас одна пошла по магазинам. Сюда надо будет с мужем прийти. Вот этот неустойчивый. В общем, шкафы тут есть. Кому интересно. Сейчас покажу, где этот магазинчик находится. O 55 bin. 55 тысяч лир. Вот такая вот мебель. Спрашиваю, сколько стоит.
Потому что на Трендиоле тоже диванов хороших нет. Буда или Бишме? Айна. Да, это тоже. Говорит, 55 тысяч лир. Типа в общем. Короче, вот эти вот два дивана и 2 кресла будет 55 тысяч лир. В принципе, я считаю, что это недорого. Прикольно. Ne kadar dediniz? Ne kadar? 30. 30. Düz 30. 30 тысяч вот такой вот из дерева сказали. Это, говорит, МДФ, а вот это вот цельный получается. 7 тысяч стоит, без стульчиков. В принципе, красивый, хороший такой устойчивый стол. Так, вот так вот он называется. Армис Ятак. Напротив Бамби Ятак. В общем, здесь мебельные есть магазинчики. А я собираюсь в Пенте сейчас зайти, посмотреть нижнее белье. И хочу себе домашнее что-то, типа пижамы прикупить. В общем, сейчас посмотрим. Тут должны быть качественные изделия. Так, смотрите, какие красивые есть моделечки красного цвета. 999 лир. Ну и сразу вижу, материал классный. 499 лир. Такая вот моделька. 799. Сколько еще? Так. 499. Такие вот комплектики. Вот такая вот пижамочка. Тоже хорошего, приятного материала. 1399 лир. Вот. Еще есть вот такие хлопковые. 1099. Ну, я думаю, это хлопок по материалу. Такие приятные на ощупь. Есть вот халатики по 1699. Но здесь, я не знаю, это махровые. Конечно, мягкие очень. Приятные на ощупь. Такие махровые. 1099. И отдельно 1099. Вот такие вот брючки. Немножко материал потеплее. Так, ну что, набрала себе кучу вещей. Сейчас буду мерить. Так, первый вариант. Вот такой вот. Здесь такой свет, что невозможно посмотреть. Так, ну еще один вариант. Голубенькая. Показываю вам, потому что вы меня тоже в ней будете видеть. Какую лучше выбрать. Такая мягкая, кстати, классная. Прям вообще суперская. Как как говорят, как же я без этого жила все это время. Меня всегда подпирало то, что там у меня старая. Из него делала пижаму. Вот и все. Этот, конечно, мне сразу понравился. По цвету и по вот этим вот рисуночкам. Наверное, я его и возьму. Цена 1399. Если что-то одно еще куплю, то мне будет скидочка. Ну, как раз возьму нижнее белье, и 50 будет скидка. И на первое, и на второе. Вот. Качество, конечно, здесь реально бомбезное. Даже не знаю, как вам показать. Вот так вот. Свет, конечно, тут не очень. Вот такая вот приятная на ощупь. Есть, конечно, еще вот такая вот. Гарри Поттер значок. Хогвартс написано. Вот. Но по цвету она как будто бы... Ну, не такой цвет. Не для сна. Не знаю, мне кажется, какая-то она... Больше мужской цвет, наверное, чем женский. И, друзья, без ничего еду домой. Я всегда в своем репертуаре. Пришла к кассе, все. Хотела уже оплатить, а забыла карту дома, оказывается. Так что я за картой вернулась. И, друзья, сходила я за своей ночной рубашечкой. Сижу довольная. Уже одела ее. И брючки одела.
Знаете, вот по качеству очень приятно. Мне прям очень понравилось, хотя в составе есть синтетика. Я, конечно, хотела прям хлопковую, но мне что-то даже в голову не пришло посмотреть состав в магазине, будучи в магазине. Только домой, когда пришла, посмотрела. Но по материалу она такая легкая, классная. Вот. Ну, я думаю, что это не одна моя, не последняя моя пижама. Я еще себе куплю, возможно, даже какой-то халатик там, ну, короче, вот наподобие. Хочу сказать, что этот магазин Penti мне очень сильно понравился. Да, там тоже есть дешевые варианты, есть дорогие варианты, и чем дороже, конечно же, по качеству они лучше. Как и, в принципе, везде, наверное, на все. Детям тоже понравилось. У меня дочка говорит, я хочу тоже. А я еще, кстати, прикупила себе такие на ноги тапочки, сейчас покажу. Вот такие вот. У меня они вышли где-то 300 лир. Там была 50% скидочка. Там было как, вот одну вещь берете, то есть на одну, если берете одну вещь, то нет скидки. Если две вещи берете, то 50% и на первое, и на второе. Поэтому я взяла тапки, помимо этого я еще взяла себе, наконец-то, нижнее белье, которое я хотела себе купить. Ну, качественное, конечно же. Тоже говорю, там есть и подороже, и подешевле. Подешевле, ну, лучше не брать. Лучше брать сразу подороже. Очень качественная, очень приятная. В общем, набрала под Новый год и очень сижу такая сейчас довольная. Вот, кто из Селивке, рекомендую именно этот магазин. Называется Penti. Либо сразу в Мерсин ехать, потому что здесь в Селивке больше ничего нормального я не нашла. И, друзья, у нас начался новый день. Приехали мы сегодня на спа-процедуры с девочками. Решили, так сказать, под Новый год посидеть, немножко попариться, устроить себе небольшой корпоративчик. Приехали мы снова в Алты-Норфос, в отель, где я справляла день рождения. Вот, девчонки пока сидят в сауне. Вот, их там еле-еле видно. Ну, вот видите сами, да? Какая красота. Привет! Вот. Я в прошлом ролике показывала уже. Здесь есть тренажерный зал. Вот такая вот сауна, бассейн, теплые, подогреваемые. Здесь джакузи. Там он бурлит, кстати. Вода теплая, очень прям теплая. К тому же я говорила, что я уже, кстати, после сауны, поэтому такая красная. Здесь вы можете посидеть немножко, там чай попить мы с собой взяли. Вот. Сразу скажу, что это все стоит 600 лир на одного человека. Называется Генебирлик. С 11 до 5 вечера здесь можете находиться спокойно. В это входит сауна, бассейн, парная, тренажерный зал, джакузи, бассейн. Вот. Здесь, получается, меня закрыли. Сейчас открою, покажу. Здесь, в общем, ресепшн. Давайте быстренько покажу. Может быть, кто не смотрел прошлый ролик. Со дня рождения здесь туалеты, здесь кабинки, переодевалки, здесь женский туалет. Здесь мы переоделись, там есть душевая, здесь тоже вот туалет. Пробегусь быстренько, потому что акцент не буду так особо делать. Ну, как бы, я потому что уже обзорчик делаю на моем канале, вы можете полный обзор посмотреть. Здесь идет спа, сауна, здесь идет парная, кстати, такая прям, смотрите, офигенная. Здесь можно попросить сделать массаж. Здесь вот есть хамам. Хамам не входит в эту стоимость. Вы можете процедуры тюрк-хамама, то есть турецкая баня, можете в эту добавить в эту стоимость массаж. Вам сделают массаж. Вот. То есть взять уже пакет. Я оставлю вот этот вот ценник, посмотрите, кому интересно. В общем, пробегусь так быстренько. Говорила в последнем ролике, что немножко кашляю и чихаю. У меня до конца не прошло это, поэтому долго в сауне не смогла посидеть, поэтому вот иду к бассейну пить чай.
Ну что, друзья, вчера вот так мы отдохнули, у нас уже наступил новый день. Сейчас иду по магазинам, беру всегда вас с собой. Сейчас пойду по поводу опять мобильной связи и по покупкам мяса и все такое. Погодка, конечно, пасмурная, на улице дождь, наверное, уже неделю моросит. По ночам очень сильно идет дождь. Ну, днем бывает то, что вот просветы, иногда вот так дождик сильный. Я сегодня пешочком, велосипеда у меня с собой нет. Почему? Потому что я вчера его оставила у подруги в Сите и забыла. Вот. Но мы спешили домой поскорее, потому что дети у нас. Вот, да, я в шапке, чтобы не намочить сильно голову. Так что иду сейчас за велосипедом. Смотрите, я вам показывала. Вот эти вот деревья, это абрикосы. Все, как бы листья уже упали. Эти деревья, они имеют такое вот свойство, что каждый год, получается, цветут, деревья опадают. Хотя многие деревья здесь зеленые, но вот оказывается абрикосовые. У них, кстати, цветы очень красивые. Кто на канале не впервые, знает это. Я часто рассказываю об этом. Вот. Ну, а я из этого Сите сейчас заберу велосипед, поеду за мясом, а потом мне нужно сходить по поводу мобильной связи, сказать, чтобы отключили мне дополнительные какие-то услуги, чтобы не насчитали, потому что в тот раз в офисе не было мужчины, который обслуживал нас. Вот так вот. Так, ну что, друзья, доехала я до центра. Велик оставила здесь под крышей. И сейчас пойду за вещами. В общем, сейчас оставила велосипед у Вайкики, и один мальчик сидит, ну, сириец, похоже, без одежды, такой прям, и кричит «а-бла-бла». Я говорю, ну, я смотрю, что думаю, интересно, он кричит. Он показывает, что ему холодно, типа, ну, типа одежду надо, короче, ему купить. Вот, но что могу сказать? Когда есть возможность помогать, конечно, нужно помогать. Вот, но иногда нужно присмотреться к человеку, кто просит помощи, мало ли. Даже дети иногда обманывают, даже дети иногда ведут себя неправильно. Ну, просто детей вот так вот приучили. Сейчас объясню, почему так говорю, потому что вот у меня муж рассказывал ситуацию, тоже сириец, говорит, один зашел в автобус, просит, говорит, чтобы его довезли. Типа, довезите меня, довезите, короче. Ну, подросток такой. Довезите, говорит. А в основном, кстати, они вот подростки такие уже. Сидят вот так вот, что-то просят, иногда у Мигроса. Вот. И говорит, ну ладно, типа, водитель согласился, типа, проходи. А в итоге, короче, смотрю, говорит, сел рядом. Я, говорит, смотрю, а он считает деньги, лиры 200, ну вот эти, по 200 лир, короче. Самая большая купюра в Турции, вроде 200 лир, как если я не ошибаюсь. И вот он, говорит, пачку вытащил и считает, говорит, и типа радуется, что надурил этого водителя. Вот. Так что и такое бывает, и поэтому нужно по ощущениям судить. Обычно у меня всегда чуйка срабатывает. И когда надо деньги, я обычно делюсь. Вот. Ну, а в этот раз мальчик прям 100 раз повторил «а-бла-бла». Видит, что я на телефон снимаю. И прям вот повторяет. Но я думаю, что как бы даже в каком бы ты состоянии не был, ты должен как бы, ну, уважение проявить, что, ну, человек снимает. Там потихоньку один раз скажи, все. Нет, он 100 раз повторяет, как бы. Ну, в общем, наглые бывают вот такие вот подростки в Турции. Так, и я дошла до мясного. Надеюсь, мясо свежее. Обычно я по вторникам приходила сюда, по понедельникам. Вот. Короче, говорит, свежак только пришел. Через 20-30 минут подойдите. Поэтому я пошла, пока по поводу мобильной связи схожу. Вот, наверное, буду ходить пешком, потому что очень уж мокро. Вот, и
лишний раз не буду по дорогам ездить на велосипеде, тем более здесь движение такое сильное. Так, мне нужно перейти на ту сторону дороги. Да, мне еще нужно купить зонт. Кстати, вот это вот гостиница. Гостиница Гёксу. Вот. Ну, такая, так себе гостиница. Не знаю, конечно, сколько стоит здесь. Блин, могу уточнить, кому интересно. Вообще, гостиниц здесь много. И возле Атакента, но вообще обычно дорого. Вот честно, сейчас уже вот по меркам Турции все настолько... Все услуги дорогие, продукты дорогие. Даже вот иногда смотришь, ощущение, что для них лира, как для нас рубль. Вот. Так, ну ладно, я не буду заходить там. Смотрю, администратор отошел. И не буду терять времени. Пошла я. Мне еще зонтик надо купить. По пути посмотрю, что есть. Короче, я зашла в золото. В отдел золота. И мне сказали, что... проба 585 у золота. И еще написано здесь тоже 585. А там, говорит, 925 проба. Конечно, очень странно. Потому что раньше, помню, турецкое золото говорили 375 проба. Сейчас я уточню и вам расскажу. Так, вот смотрите, написано 585 проба. За грамм 2700 лир, говорят здесь. Вот. И сережки примерно... Bunlar ne kadar olacak? Сейчас скажут, сколько стоит. Ну, где-то 4000 лир. Вот посчитали мне вот такие вот сережки на ребенка. В общем, а 916 проба у них, она, говорит, за грамм 3000 лир стоит. Вот. То есть, вот так вот они... Дюрбин. 4000 лир будет вот такие вот сережки. То есть они вот так вот любое изделие, неважно из какого камня, оценивают на весах и потом цену говорят вам. Так, ну что, друзья, просили узнать по поводу золота. Немножко вам рассказала. Вот в такую погоду выходить-то вообще не хочется на улицу. Поэтому, ну, как есть. А я дохожу уже до салона. Сейчас быстренько сделаю кое-что. Ну, закрою вот этот вот интернет дополнительный, чтобы лишние деньги не платить. И пойду за мясом. Все, довольно иду обратно. Короче, сейчас вам расскажу. Оказывается, если в Водафоне, если у вас тоже фатура Лы, это значит, ну, ежемесячно вы одну и ту же сумму платите. Если у вас такой же интернет, то есть мобильная связь, значит, когда вы будете выходить в интернет по окончанию этого месяца, ежемесячно будет списываться дополнительно деньги, если вы будете дополнительно брать интернет. За 1 гигабайт интернета 100 лир. Буду показывать вам улочки и рассказывать. В общем, сказали, можно смс-ку отправить на номер телефона 7000. СМС-ка с большими буквами ДУР. И будет ежемесячно браться по 50 лир. Но при этом интернет дополнительно не будет покупаться. Я говорю, а есть ли вообще другой способ, чтобы не платить и 50 лир тоже? Говорит, нет. Так что вот такие дела. У нас пока ежемесячная плата составляет 260 лир плюс 50. А у нас до февраля месяца эти симки с следующего месяца, получается, у нас будет... Он показал тарифные планы, там за 360, за 380 есть. В общем, подорожает. Вот такие вот тут цены на связь. Ну, если честно, удивляет, конечно. Вот, как я и говорила, да, повторяюсь, ощущение, что для них лира, это для нас вот рубль. У нас, вот я помню, 200-300 рублей ежемесячно мы платили за интернет. Ну, мобильную связь, интернет, то, что телефона касается. А сейчас, получается, ту же сумму, но в лирах мы платим. Вот, а за прошлый раз мне насчитали 750 лир. Кто помнит. Вот. Так что не очень приятненько, конечно, получается, но что делать? Вот во всем так же. Вот опять этот мальчик сидит и ко всем обращается. Он сидел в Айкике и с этой стороны теперь сидит. Ага, я, говорит, мерзну, говорит. Я, говорит, мерзну. Вот.
Так что вот второй раз ко мне подходит, я, говорит, мерзну. Ну, блин, а что я сделаю? Не мерзни. Иди домой, как бы. Короче, что хочу сказать. Иду за мясом. Вот, еще у нас скоро заканчивается срок тоже связи домашнего интернета. Я уже с этой связью заколебалась, честно. Потому что муж на работе, и все вот эти вот моменты я решаю. Хотя у меня муж по образованию инженер связи. Вот. Ну, как бы, так как он работал долгое время на строительстве, сейчас работает в строительстве атомной электростанции в Турции. Вот. Так что, с одной стороны, хорошо отучиться, но с другой стороны, опыт больше имеет значение. С одной темы на другую перепрыгнула. В общем, надо уже менять эту тему, потому что она меня и саму уже достала. Я еще пойду в дирекцию, получается, домашнего интернета, там вот этот вот Тюрктелеком, потому что здесь мне ничего не сказали. Это именно по поводу Wi-Fi домашнего. Он у меня заканчивается, и я не знаю, что делать, как сдать и как поменять. Хочется домашний интернет, хочу на другой перевести, потому что Тюрктелеком меня не устраивает вообще. Я не знаю почему, он у меня не тянет, короче, иногда, да, то есть мы прям мучаемся. Иногда у меня просто даже некоторые там, даже в статус видеоролик хочу закинуть, но они у меня не грузятся, то есть, особо не тянет. Вот, а платим мы где-то 580 лир ежемесячно, поэтому я хочу поменять, а уже, считай, год такую сумму оплачиваем, и, надо, наверное, уже что-то с этим делать. И, друзья, я уже дома, давайте покажу, что я купила на 2560 лир. Купила свежак, перзола называется, это баранина, ребрышки, да, на Новый год я хочу сделать гриль, замариновать ребрышки и приготовить. Купила говядину, просто получается чистое мясо. Вот, получается, тут где-то 1,5 килограмма. И говядину, в общем, 3 килограмма попросила. И с 1,5 килограмма мне жира добавили на фарш. То есть фарша очень много получилось. Где-то, получается, 4,5 килограмма мяса. 2560 лир получилось. Вот. И я попросила Кости, хочу сделать холодец. В тот раз я сделала холодец из баранины. Почему-то он у меня получился жидкий. Мы его выпили. Вот сейчас хочу попробовать из вот таких вот частей говядины сделать холодец. Еще хочу сделать, в общем, там треугольники. Что можно еще? Пельмени. В общем, такая вот задумка. И на этой прекрасной ноте буду заканчивать этот ролик. Желаю всем счастья, радости. Будьте счастливы, радуйте друг друга. Будьте на позитиве. С наступающими праздниками вас. И мирного неба над головой. Всех люблю, всех целую. Всем пока.